Всех приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Эфириум перешел с Proof of Work на Proof of Stake. И за этим событием появилось большое количество проблем и возможных проблем. Я не буду говорить о том, что майнеры сейчас страдают от этого, а начнем видео вот с такой новости. Сразу попрошу подписаться на канал, поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий во время просмотра ролика. Глава SEC допустил признание криптовалют на пост ценными бумагами. А значит, и эфириум может стать такой же ценной бумагой. Подразумевающие возможности стейкинга криптовалюты могут пройти тест Хауи, который используется для определения статуса ценных бумаг. Что такое тест Хауи? Это разработанный Верховным судом США для определения, означает ли финансовая операция инвестирование в ценную бумагу. Тест считается положительным, если одновременно выполняется 4 условия. Первое – инвестирование денежных средств. Второе – с расчетом на прибыль. Третье – в общее предприятие. И четвертое – ожидаемая прибыль связана с деятельностью других лиц. При желании все это можно подвести к монетам на Proof of Stake. Как заявляет Гэри Генслер, это еще один критерий теста Хауи. Общественность ожидает прибыли, основанной на усилиях других. Если посредник предлагает клиентам услуги стейкинга, это очень похоже на кредитование. Он, конечно, заявил, что не имеет в виду какую-то конкретную криптовалюту, но данные заявления были сделаны именно после перехода эфириума на Proof of Stake. Ему, конечно же, возразили, вот, например, сенатор Пэт Туми заявил, что почти все торгуемые криптовалюты, скорее всего, являются незарегистрированными ценными бумагами. И заявил, что существует проблема в том, что комиссия по ценным бумагам не делится системой оценки, которую они используют. Туми считает, что Конгрессу, возможно, потребуется вмешаться и обозначить четкие рамки для инвесторов и предпринимателей, а SEC должна обеспечить гораздо больше ясности. Пока действия SEC напоминают такой механизм, который просто способен загнобить любую криптовалюту. Как они это начали с XRP, теперь они хотят, чтобы им было подконтрольна вся криптовалюта. И то есть на кого они укажут пальцем, курс той монеты и будет шататься. Скажут хорошая, полетит наверх, скажут плохая, упадет на пол. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке в описании к этому видео. Кроме множества акций для новых пользователей, которые и так есть на бирже BinX, есть два дополнительных бонуса. Первый из них это для зарегистрировавшихся по ссылке в описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. И второй бонус это все, кто зарегистрируется по ссылке в описании, будут участвовать в бесплатной раздаче ваучеров на 20 USDT. Случайным образом будут выбраны аж 100 человек, и каждому достанется по 20-ке. Поэтому сами видите, призов достаточно много, шансы выиграть велики. Розыгрыш проведем через несколько дней. За датой следите в новых видео и телеграме. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Эфириум, кстати, после перехода на POS на графике изобразил вот такое хорошее падение хешрейта. Но майнинг теперь эфириуму не грозит, поэтому данный график, возможно, и обновляться-то больше не будет. А вот какие графики будут обновляться касательно хешрейта, так это вот эфириум Classic. Тот самый классический эфириум теперь больше притягивает внимание майнеров. Вот такую палку он показал после того, как майнеры в большом количестве перешли на майнинг именно этой монеты. Но не только эфириум Classic привлекает внимание. Вот, например, Ravencoin также показал большой рост в плане хешрейта. Однако, если смотреть именно торговый объем за сутки, то эфириум Classic находится на самом верху топа.
У этой монеты более 1,8 миллиардов долларов проторговано за последние сутки, а Raven Coin пока и близко здесь не наблюдается. Хотя в топе он также присутствует, например, если отфильтровать по росту за сутки. Наибольший рост показывает монета Chilis, а наибольшее падение как раз таки Raven Coin, тот самый RVN. Более 17% падения за 24 часа. Кстати говоря, Ethereum Classic идет следом, но процент намного меньше. Индекс страха и жадности снова у нас перебрался в экстремальный страх. Сегодня цифра 20, вчера был обычный страх, была цифра 28. Теперь касательно монет, которые остались все-таки на Proof of Work. Dogecoin стала второй крупнейшей криптовалютой на алгоритме POV. Первая, конечно же, это биткоин. В общем рейтинге вместе с POS и POV Dogecoin находится на 10 месте по капитализации. Но именно в топе Proof of Work монета на втором месте. До биткоина, конечно, Dogecoin еще очень далеко. Скорее даже Ethereum Classic обгонит собак. Но данный топ выглядит достаточно забавно. Биток на первом месте, на втором мемная монета, на третьем Ethereum Classic, про который пару лет назад вообще все забыли, Litecoin, который постоянно все ниже и ниже в общем топе, Monero, анонимная монета, которую отовсюду хотят запретить. В общем, топчик подобрался неплохой. Среди них всех, конечно, выделяется биток, но и на него уже начинают катить, так сказать, выкатывать претензии. Претензии самые главные от кого? Конечно же, от любителей экологии. Энергоэффективное слияние эфириума оставляет биткоин единственным криптовалютным загрязнителем климата. Всю статью здесь читать не имеет смысла. Главное здесь и ключевое то, что криптовалюта, как всегда, не экологична. Proof of Work это просто ужас какой-то. Его нужно, естественно, отменять. Эфириум теперь красавчик. А вот с биткоином надо что-то делать. Ничего, конечно, нельзя загадывать, но биткоин останется, я думаю, классической монетой. Останется таким батей крипторынка, и ничто ему не грозит. Так и останется эта монета на Proof of Work. Давайте еще глянем Google тренды. Например, вот биткоин. Никак он не заинтересовал никого на этом падении, которое было совсем недавно. Ни в положительную, ни в отрицательную сторону график особо не двигается. То есть мы нашли такое плато, так сказать, интереса к биткоину и находимся на нем внизу. Что же касается эфириума, вот его график. Proof of Stake никак не заинтересовал пользователей интернета. Кто хотел, и так уже был в курсе, а кто не хотел, тому и не надо. Интереса к эфириуму тоже не прибавилось. Теперь давайте посмотрим графики. Биткоин чуть позже, а сейчас Ethereum Classic. Та самая монета, куда переходит больше всего майнеров. Недавно я смотрел этот график и предполагал, что мы будем находиться в боковике с еще одним выносом наверх. Сейчас я эти рисунки удалю, пока они как раз таки находятся в развитии своем. Продолжаем проторговку, так сказать, в бок, и прострела наверх еще существенного не было. Какие сейчас существуют у нас здесь варианты? Перерисую уже ранее озвученный вариант, либо мы еще раз сделаем перелой, либо после боковика сразу же покажем еще хотя бы один прострел наверх. Пока сценарий по Ethereum Classic у меня просматривается именно такой. Не хватает еще одной восходящей волны перед дальнейшей более существенной коррекцией. Еще одну монету посмотрю, RVN, Raven Coin, который также недавно смотрел. Здесь у нас объемы появились. Также она заинтересовала майнеров. Ну и в плане прогноза здесь также я рисовал зону, которую мы уже достигли. Даже пробили ее наверх, посетили общую зону. Ну, судя по всему, здесь мы как раз дорисовали волну 3. Видим уже понижающиеся объемы. На индикаторе Diver рисуем. И вполне вероятно пошла отрисовка вот этой четвертой волны. Давайте отметим, куда она может у нас продлиться. Во-первых, за пики вот эти не должна заходить цена. Но нежелательно при классической разволновке такой. Это примерно 0,042. Оптимальную расчетную зону мы уже посетили. При этом тренд нисходящий пока локальный не меняется на восходящий, поэтому падение может быть продолжено. Но локальное дно хотя бы на отскок уже близко. Мы пришли вот в эту проторговку, куда обычно и притягивается цена. Здесь можно будет поискать точку входа на разворот на еще одну пятую волну. Пятая волна — это предыдущие пики вот сюда. Пока по Рейвену просматривается вот такая структура. Ну и посмотрим биткоин с эфириумом. Начинаем с биткоина. Здесь пока все идет по плану. Заходной импульс, лои не пробиты. Идет коррекция в волне 2, либо в волне B. На более мелких таймфреймах, например, на часовике уже здесь просматривается. Даже не просматривается, а уже видно явная такая дивергенция на индикаторе. Плюс движение постепенно затухает. И вполне вероятно здесь также можем увидеть отскок. Пока мы не пробили вот этот лой,
Сценарий все тот же, какой изображен здесь. Корректируемся в волне 2, либо в волне B, и дальше рост в волну 3, либо в волну C. Посмотрим после выходных, как изменится график. Вполне вероятно, в выходные может показать тот самый, хотя бы небольшой рост. Пока здесь локальное нисходящее движение не остановлено, загадывать, куда будет этот отскок, не имеет смысла. Эфириум еще посмотрим. По эфириуму здесь ситуация немного отличается от биткоина. Да, мы по-прежнему здесь не пробили лой. Глобально здесь также структура аналогичная. Волна 1, волна 2 и далее ожидается рост в волне 3. Более локально. По биткоину вот здесь прям явно импульс. Прям структура просматривается импульсной. Плюс объемы растут. По эфириуму здесь такого не наблюдается. Здесь движение больше даже на тройку похоже. Поэтому по эфириуму существует вариант перелоя. Еще вниз и потом уже наверх. То есть здесь будет вот такая структура в виде зигзага. По биткоину это тоже возможно. Но дополнительные факторы говорят о том, что по эфириуму больше вероятности здесь сделать перелой, чем по биткоину. По биткоину может и не делать его.